Шаг намерения. Представьте себе новорожденного обычного человека, которого поместили в общество, где люди стареют очень медленно и живут, скажем, до 300 лет. Как вы думаете, сколько он проживет? Вот-вот, я хочу сказать, что человека с самого рождения приучают к стандартному сценарию. С возрастом здоровье ухудшается, тело дряхлеет и в конце концов умирает. Несомненно, на то есть обыкновенные физиологические причины. Однако, если рассматривать процесс старения с позиции теории трансерфинга, то это есть не что иное, как индуцированный переход. Можно даже сказать, самый длинный индуцированный переход. Происходит он неспешно, но весьма верно. Сценарий старения настолько привычен и очевиден, что никому и в голову не приходит в нем сомневаться. Попытки изменить сценарий сводились только к изобретению всевозможных эликсиров. Но даже достижения современной фармакологии и генетики не приносят ощутимых результатов. Отсюда можно сделать вывод, что физиологические факторы составляют лишь некоторую долю в процессе старения. Какую долю здесь составляет индуцированный переход, оценить трудно. Но это не так уж и важно. Главное осознать, как это происходит. С самого раннего детства вы абсолютно уверены, что процесс старения неизбежен. В течение всей жизни этому находится масса подтверждений как из чужого, так и из личного опыта. Каждый юбилей сопровождается театральными пожеланиями хорошего здоровья и долгих лет жизни. Но все отлично понимают, что эти пожелания ничего не стоят и не имеют ни малейшего влияния на сценарий. Наоборот, пожелания, в переводе на язык фактов, означают, что здоровье у вас уже далеко не то, да и годы уходят. Это легкие колебания или даже, скорее, заигрывание деструктивного маятника. Рано или поздно вы отмечаете про себя, что лет 10 назад силы и энергии у вас было гораздо больше. Вам хочется поделиться с кем-нибудь этими мыслями. Собеседники тут же находятся и охотно развивают эту мысль. А уж тема болезней в светских разговорах имеет ту же популярность, что и погода. Принимая участие в подобных разговорах, вы излучаете энергию на частоте деструктивного маятника, то есть принимаете его игру. Маятник может подбросить вам свой толчок в виде недомогания или болезни. Вас это очень беспокоит и вынуждает отметить про себя «я, кажется, болею». Это ваш ответ на частоте колебаний маятника, он получает энергию и толкает вас снова болит все сильнее. Вы идете к врачу, он подтверждает заболевание, процесс развивается все дальше. Маятник получает энергию и раскачивается все сильнее. Когда наступает кризис, маятник уже все получил, он оставляет вас в покое и наступает выздоровление, если индуцированный переход не забросил свою жертву на линию жизни, где вы инвалид. Резонный вопрос, что же получается, и к врачам не ходить, и лекарства не принимать, и вообще забросить свои болезни? Нет, отказ от лечения уже развившейся болезни – это не выход из игры, а безответственная халатность. Речь о том, чтобы не позволять себя втянуть в игру. Вы можете спросить сотрудника на работе: «Почему тебя не было?» На что он неизменно ответит: «Я болел». Обратите внимание, не лечился, а болел. На вопрос «Что это с тобой?» будет ответ: «Я болею». Конечно, ответ на эти вопросы в форме «Я лечился», «Лечусь» будет неестественным. Это потому, что люди так привыкли играть в игру под названием «болезнь», что само излечение считается не целью, а атрибутом, побочным явлением игры. Игра с деструктивным маятником начинается с того, что вы охотно принимаете симптомы болезни или, другими словами, хватаетесь за конец спирали индуцированного перехода. Первый толчок маятника можно провалить, если не принять симптомы всерьез, спокойно отвергнуть и забыть о них. Если не получается, можно погасить маятник, приняв элементарные профилактические меры. Если же вы все-таки заболели, не играйте в игру «болезнь», а играйте в лечение. Играть в болезнь – это пассивно страдать, принимать участие в разговорах о разных болячках, охоть, жаловаться, капризно требовать от окружающих сочувствия и заботы, считать плохое самочувствие своим непременным атрибутом, носиться со своим нездоровьем как с писаной торбой, охотно искать и потреблять информацию,
связанную с недугами. Играть в лечение – это активно действовать, интересоваться методами оздоровления, стараться вести здоровый образ жизни, относиться к болезни с юмором, акцентировать внимание на улучшении самочувствия, стремиться к здоровью, общаться с единомышленниками. Видите, это две совершенно разные игры. В болезни вы участвуете в роли пассивной жертвы, излучая на частоте деструктивного маятника, вас засасывает воронка индуцированного перехода. А в лечении выступаете в качестве творца, активного создателя и хозяина, сами распоряжаетесь своей судьбой, а потому переходите на здоровые линии жизни. Теперь, если попытаетесь играть в лечение, спросите себя, достаточно ли искренне вы играете в эту игру. Дело в том, что можно себя обманывать, как это часто бывает. Например, всем разумом признать, что надо вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, выполнять физические упражнения, употреблять здоровую пищу и так далее. Но на самом деле старые привычки засели глубоко, вы стараетесь выполнять правила здорового образа жизни только потому, что так надо, а вообще-то просто лень. Это не чистая игра, она называется «я болею, а меня лечит». На энергетическом плане она ничем не отличается от игры в болезнь. В этом случае вы стараетесь играть в лечение не по убеждению, а по принуждению. Намерение нечисто и неискренне, поэтому и результат будет соответственный. Прекрасной иллюстрацией нечистой игры являются попытки представительниц прекрасного пола сбросить вес. Они мучают себя диетами, делая над собой насилие, «я болею, а меня лечит». Они ненавидят свой вес и свою фигуру, а вы знаете, что это отличный способ излучать энергию на частоте линии жизни, где фигура и вес именно такие. Им не нравятся эти диеты, они хотят есть то, к чему привыкли. Если вы тоже сейчас играете в эту игру, оставьте это бессмысленное насилие над собой. Оно в лучшем случае даст только незначительные временные результаты. Когда вы делаете над собой насилие, подсознание боится, сопротивляется и в конце концов возьмет свое, тогда ждите, что бросите диету и растолстеете еще больше. Вывод можно сделать только один: если хотите иметь здоровье и красоту, меняйте образ жизни. Это означает бросить старые привычки и приобрести новые, но не по необходимости, а по убеждению. Необходимо иметь намерение, и оно должно быть чистым. Вы не сможете излучать энергию на частоте своих здоровых линий жизни, а значит, и перейти на них, если ведете себя по-прежнему. Все не так трудно, как может показаться. Сменить привычки – это только вопрос намерения и времени. Да и времени нужно не так уж и много. Выбор за вами.